Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, подписчицы и зрительницы канала. Меня зовут Елена Ермина. Спасибо, что подписываетесь на мой канал, ставите лайки и смотрите мои видео до конца. Сегодня я хочу вам показать еще один вариант вязания узора крючком, который прекрасно подойдет для вязания жакета, кардигана, жилета, палантина, снуда, пледа. Мы разберем принцип вязания узора и также покажу вам, каким образом он смотрится в образце. Перед тем, как начать видеоурок мастер-класс, я хочу для вас сделать анонс будущего мастер-класса. Ранее на канале я уже опубликовала видео по вязанию красивого ажурного узора. Узор связан крючком. Данный узор я выбрала для вязания жакета. Жакет я уже начала вязать. Вяжу я его для своей дочки. Это школьный вариант жакета. Также данную модель жакета можно связать на любой возраст и размер. Я буду показывать от начала и до конца принцип вязания вещи. Мастер-класс будет подробный, бесплатный, обучающий для начинающих рукодельниц. Будем вязать вместе на моем канале. И состоять мастер-класс будет из нескольких частей. Жакет я вяжу сверху вниз регланом. И вот уже у меня имеется начатый процесс. Вяжу на рост ребенка 146-152 сантиметра. Если вы хотите присоединиться к вязанию, то начните вязать образец. И рекомендую связать несколько вариантов из разного типа пряжи, вида пряжи, для того, чтобы в дальнейшем выбрать наиболее оптимальный вариант, который вам больше всего понравится. Самое главное, чтобы узор красиво смотрелся в пряже, которую вы выбрали. Я буду вязать из пряжи бриллиант от Вита. Цвет пряжи 49,82. Состав 45% шерсть ластер, 55% акрил, 100 грамм, 380 метров. Крючком номер 2,25. И также вас приглашаю присоединиться. Ссылочку на мастер-класс, каким образом начать вязание и связать образец, я вам оставлю во всплывающей подсказке и также в описании под этим видео. Также вы найдете схему для вязания образца. Сейчас мы с вами приступим к вязанию еще одного интересного узора. Данный узор я буду вязать из пряжи итальянской Sherwood, 50 грамм, 180 метров. Производитель данной пряжи Sola Filata. Состав 40% лана Merino Fine, 30% альпака Superfine и 30% акрил. Цвет пряжи номер 5367, цвет нежно-голубой, с серым такой вот оттенок, серо-голубой. По этой схему я покажу в процессе демонстрации вязания, и также в конце видео вы можете ее распечатать, сделав скриншот с экрана. Крючок для вязания у меня будет 2,5. Сейчас мы свяжем образец и посмотрим, подойдет он для этой пряжи или нет. Из этой пряжи я планирую снять мастер-класс по вязанию красивого кардигана на размер 48-50. Будем вязать вместе на моем канале. Это по счету уже 4-й образец. Ссылочку на образцы узоров я вам оставлю в описании под этим видео и во всплывающей подсказке. Все узоры у меня сохранены в отдельном плейлисте. Туда я аккумулирую узоры для пледа, кардигана, жилета и жакета. Посмотрите, я думаю, вам будет интересно. Для образца набираем цепочку из 25 воздушных петелек. Плюс 1-2 петельки набираю дополнительно для удобства вязания. Раппорт состоит у нас из 8 петелек, а высота раппорта всего лишь 2 ряда. И вам даже не понадобится схема для того, чтобы вязать данный узор. Он вяжется очень легко, просто и быстро, а смотрится красиво. Пряжу Sherwood от Sola Filata я заказывал в интернет-магазине Клубок Shop. Ссылочку на пряжу и на магазин я оставлю в описании под этим видео. Набрала цепочку из 25 воздушных петелек и приступаем к вязанию первого ряда. Провязываю 1, 2, 3. 3 петельки подъема,
1 накид на крючок, отсчитываю от конца цепочки 1, 2, 3. В основании 4 петельки цепочки провязываю 1 столбик с 1 накидом. 1 накид на крючок, пропускаю 1, 2, 3 петельки. В основании 4 петельки вяжем веерочек. Веерок у нас будет состоять из 4 столбиков с 1 накидом. Все 4 столбика мы провязываем в основании 4 петельки. Так, 1, 2, 3, 4. Цепочка из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. В эту же 4 петельку, там, где мы с вами связали 4 столбика с 1 накидом, провязываем еще 1 столбик с 1 накидом. Это по счету у нас 5 столбик с 1 накидом. И заканчиваем вязать раппорт. Пропускаю 1, 2, 3 петельки. В 4 петельку я провязываю галочку. Галочка — это начало у нас следующего раппорта. Второго раппорта по счету. Провязываю в 4 петельку 1 столбик с 1 накидом, 1 воздушная петелька. И в эту же 4 петельку провязываю 2 столбик с 1 накидом. Давайте рассмотрим поближе раппорт. Раппорт у нас начинается с галочки и заканчивается петелькой перед следующей 2 по счету галочки. Здесь у нас 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Основа раппорта 8 петелек в ширину и 2 ряда в высоту. Давайте еще раз разберем принцип вязания раппорта. То есть начинается у нас раппорт с галочки. Галочку мы провязали, это начало 2 раппорта. Вяжем, пропускаем 1, 2, 3, в 4 петельку вяжем веерочек из 4 столбиков с 1 накидом. Первый столбик с 1 накидом, второй, третий, 4. Цепочка из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. В эту же 4 петельку провязываю 1 столбик с 1 накидом. И заканчиваем вязать раппорт. 1, 2, 3 петельки отступила. В 4 петельку мы вяжем галочку. Галочка — это у нас начало 3 раппорта. Раппорт начинается с галочки. 1 столбик с 1 накидом, 1 воздушная петелька. И в эту же 4 петельку я провязываю еще 1 столбик с 1 накидом. Все, связали с вами первый раппорт, 2 раппорт и провязываем 3 раппорт. Пропускаю 1, 2, 3. 4 петельку цепочки в основание вяжем 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. 2 воздушных петельки. И в эту же 4 петельку провязываем 5 по счету столбик с 1 накидом. Я вам буду показывать принцип вязания узора прямыми и обратными рядами. Также
этот узор прекрасно вяжется по кругу. Сейчас я покажу вам, каким образом соединить вязание. То есть нам нужно после вот этого элемента соединить ряд в кольцо для того, чтобы у нас образовался раппорт. Я в третью петельку подъема провязываю один соединительный полустолбик без накида. Потом вот эти цепочку можно соединить вот с этим краем, и у вас получится узор первого ряда, который вяжется вот таким способом по кругу. Сейчас я покажу вам принцип вязания прямыми и обратными рядами. Мы закончим ряд. Для этого нам необходимо связать еще один элемент. Это начало четвертого раппорта. Раз, два, три. Четвертую петельку я провязываю 2 столбика с одним накидом. Все, закончили вязать первый ряд узора. Хочу поближе вам показать. Узор мы связали из 25 петелек, и получилось у нас с вами 3 раппорта в ширину. Раз, два, три. И раз, два, три, 4 галочки. Приступаем к вязанию второго ряда. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек, разворачиваю вязание на другую сторону. Все четные ряды у нас вяжутся по изнаночной стороне узора, а нечетные по лицевой. Вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 3 петелек вяжем веерочек. 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, 4. 3 воздушных петельки. Раз, два, три. В эту же арочку из 3 воздушных петелек провязываем по счету 5 столбик с одним накидом. Вершину галочки вяжем галочку. Галочка состоит у нас из столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину галочки провязываем 2 по счету столбик с одним накидом. Это начало у нас галочка 2 раппорта. Давайте заканчиваем вязать 2 раппорт. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем веерок из 4 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4. 3 воздушных петельки. Раз, два, три. И в эту же вершину галочки провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Закончили вязать. Это у нас 2 раппорт. И приступаем к вязанию 3 раппорта. Раппорт у нас начинается с галочки. Вершину галочки провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину галочки провязываем 2 столбик с одним накидом. Начало 3 раппорта, это у нас галочка, и заканчиваем вязать раппорт. Провязываю в арочку из 3 воздушных петелек 4 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки, и в эту же арочку провязываем по счету 5 столбик с одним накидом. Связали 1, 2, 3 раппорта. И заканчиваем вязать ряд. Заканчивать необходимо ряд точно так же, как начинали.
третью петельку подъема, 1, 2, 3, провязываю 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Второй столбик я провязала в эту же третью петельку подъема. Все, связали один раппорт в высоту. Значит, узор у нас состоит из 8 петелек раппорт в ширину и 2 ряда в высоту. Сейчас я буду вязать третий ряд. Третий ряд вяжется по принципу первого ряда. Я сейчас вам покажу, каким образом перейти к вязанию второго раппорта в высоту. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 3 петелек вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В эту же арочку провязываем по счету 5 столбик с одним накидом. Связали один раппорт, приступаем к вязанию второго раппорта. Раппорт у нас начинается с провязывания галочки. Вершину галочки предыдущего ряда провязал 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину галочки провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Это у нас начало второго раппорта. В арочку цепочки из 3 петелек провязываю 4 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2, 3, 4. Цепочка из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. В эту же вершину арочки провязываем по счету 5 столбик с одним накидом. Связали 2 раппорта. 1, 2. Приступаем к вязанию третьего раппорта. Раппорт начинается с галочки. Вершину галочки предыдущего ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же вершину галочки провязываю еще 1 столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 3 петелек вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. В эту же арочку цепочки провязываем еще 1 столбик с одним накидом. 5. И заканчиваем вязать ряд так же, как начинали. В третью петельку подъема 1, 2, 3. Вяжем 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Все, связали с вами 3 ряда узора. Третий ряд вязали по принципу вязания первого ряда. Сейчас, чтобы продолжить вязание по видеоуроку, перемотайте видео на начало вязания второго ряда и все время повторяйте со 2 по 3 ряд узор до нужной вам длины. Раппорт 2 ряда в высоту. Сейчас я свяжу за кадром еще несколько рядов и покажу вам, каким образом смотрится образец с обеих сторон, с лицевой и с изнаночной стороны. Связал я образец узора. Давайте посмотрим, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов, 5 раппортов в высоту. Таким образом смотрится узор с лицевой стороны и с изнаночной стороны. Это двухсторонний узор. Данным узором можно связать красивый жакет, кардиган, жилет, палантин, шарф, шапочку, плед, покрывало, топ, кофточку. Область и спектр
применения узора весьма разнообразный. Также для вязания подойдет любая абсолютно пряжа по составу. Это может быть как пряжа из летней серии и демисезонный вариант пряжи. Я вязала из пряжи Sherwood от торговой марки Solo Filato. Страна производства Италия. Цвет пряжи 53-67. Крючок для вязания у меня был 2,5 Clover Soft Touch. Данный узор можно вязать прямыми и обратными рядами, также по кругу и по кругу поворотными рядами. Я думаю, узор вам понравился. Если понравился, ставьте пальчики вверх. Класс. И можете написать что-нибудь в комментариях. Данный узор я тоже сохраню в плейлисте. Это 4-й вариант узора для кардигана. Буду искать еще другие варианты. И мы с вами во вкладке сообщества устроим голосование, каким узором будем вязать кардиган. Я буду снимать подробно обучающий мастер-класс, а вязать я буду вот из этой пряжи. У меня данного цвета 27 мотков по 50 грамм. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился, был понятен. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на моем канале. До новых встреч. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока.